¿Qué? Ой, мамочка. Всем привет, и я рад представить вам третью заключительную часть нашего роуд-трипа «Мечты по Чили». Будет много-много интересного, поэтому располагайтесь поудобнее, и мы начинаем. Первое впечатление от города Вальпарисио очень приятное. Я лично ни разу в таком городе не был. Тут очень узкие, извилистые такие улицы, которые вымощены брусчаткой, камнем натуральным. И реально смотрится очень интересно. И вот эта обветшалость, которая она есть, она даже прибавляет какой-то шарм. Мне тоже очень нравится. Здесь как будто бы лучше в Латинской Америке собрано. И такое все яркое. То есть, прям вот. Если представлять Латинскую Америку, и вот лучший вид, как будто бы это здесь. Да, это оно. Вчера так классно погуляли по Вальпарисио, сейчас попьем кофейку и пойдем изучать Винья-дель-Мар. Набережная на Винья-дель-Мар офигеть какая длинная, просто практически не видно ни конца, ни края. Единственный облом — это торговые ряды. Они с двух сторон, и, соответственно, это сужает проход для пешеходов. Образуются, если так можно выразиться, пробки из людей. И причем продают в основном такой хлам, который ты никогда не будешь покупать. Все как обычно, все по старинке. Вообще, после агрессивного Сантьяго очень приятно оказаться на пляже с золотым песочком. Песочек реально хороший. Люди купаются, в основном дети, конечно. Я зашел, но мне показалась вода достаточно холодная, я не рискнул. Но это кайф, это кайф. Отдыхать вот так, просто сидеть на солнышке, слушать звук океана тихого, это просто супер. Сегодня поедем вдоль побережья Тихого океана. Конечной точки у нас нету. Сколько проедем, столько и проедем. Побережье Тихого океана — это вообще просто мега птичка. Смотрите, просто посмотрите. Пустыня Атакама — это самое засушливое место во всем Чили. Ты едешь, вокруг марсианские пейзажи, камни, колючки и вот такие огромные кактусы. Первый день путешествия по пустыне Атакама для нас начался с небольшого облома. Мы приехали в обсерваторию Ля Силья, там расположен уникальный телескоп Харпс. В общем, мы приехали, сели в автобус, приходит человек и говорит:
сожалению, из-за того, что ваш ребенок маленький, нашему ребенку всего год и 8 месяцев, вы не можете поехать туда, там очень опасно. Из-за того, что нас не пустили в обсерваторию Ля Силья, нам пришлось немного отойти от нашего маршрута и вернуться назад, в городок Викунья. Викунья — это такой небольшой город. Известен он благодаря двум вещам. Это обсерватория Мамалука. Обсерватория очень крутая. Мы попали на ночную экскурсию. Ты видишь звездное небо. Это реально фантастика. Еще город Викунья известен благодаря поэтессе Габриэле Мистраль. Это чилийская поэтесса, которая была удостоена Нобелевской премии по литературе. А еще тут, в городе Викунья, я узнал, что кактус после того, как он засыхает, становится как сухое дерево. И это тоже поразительная штука, поэтому если вы не знали, то теперь вы знаете. За моей спиной расположилась долина Эльки. Тут находится город Писко, место, которое является родоначальником традиционного национального чилийского алкогольного напитка с одноименным названием писко. И сегодня мы находимся на самой известной пискадельне. Привет, ребята! Добро пожаловать на нашу пискадельню, и я сразу процитирую моего любимого актера Джейсона Стэтэма: «Писка, как я. Сначала жжет, потом греет». Тут у нас всякие артефакты и приборы из древности для писка. А тут происходит процесс брожения, и, как поговаривал Джейсон Стэтэм, брожение — это когда виноград теряет невинность. Так, внимание, ребята! Сейчас начинается самая важная экспериментальная часть нашей экскурсии — дегустация. Еще нам посчастливилось попасть на традиционный чилийский праздник Телетон. Этот праздник — средство объединения многих людей. И вот видите, за моей спиной люди собирают деньги для детей-инвалидов, для взрослых инвалидов. Миллионы чилийцев по всей стране объединены этим праздником. Очень прикольно, очень приятно на такое смотреть. Рука пустыни офигеть какая большая, и символизирует эту статую беспомощность человека перед пустыней. И, наверное, это так. В Антофагасе удивительно то, что ты едешь по бескрайней пустыне, а потом пам, и перед тобой океан, чайки, пальмы и все дела. Такой неожиданный контраст получается. Сам город промышленный, вокруг шахты, металлургии и все-все-все, что связано с горнодобычей. Хозяин нашей квартиры с Airbnb вообще удивился, типа, что вы сюда приехали по доброй воле. А из красивого рядом есть природная арка у океана, и выглядит она реально вау. А еще в городе Антофагаста у нас подошла отметка в 10 тысяч километров на нашем автомобиле, и приехали делать замену масла. Мне понравилось, что вся процедура под ключ вместе с канистрой Mobil 1 и масляным фильтром обошлась всего в $70. Но еще больше понравилась надпись на припаркованной рядом машине. Переводится как «Счастливого пути, толстушка». Ну а рисунок — это такой универсальный язык человечества. Попали в аварию небольшую, девушка засмотрелась в телефон и въехала в нас. Знаете, хочется нарисовать рисунок, как на той самой машине, но, наверное, это не культурно. Поэтому бен вьяфи гордита.
Вокруг нас декорации фильма «Безумный Макс». Едут водовозы огромные, бензовозы и пикапы. Куда ни глянь, пустыня. Вместо перекати поле летает мусор, коробки, пакеты всякие. Даже монотонная дорога может принести вот такое счастье. Это лама, а домашняя гуанака. Они очень прикольные, очень добрые. Видите, как их украсили такими флажочками. Она, видите, как идет, смотрит. Блин, такой кайф. Иди сюда, иди ко мне. Хорошая, иди, не бойся, не бойся. И морда очень похожа на верблюжью морду. Видите, мы стоим и смотрим друг на друга. А если бы была гуанака, она бы сразу убежала. Сан-Педро-де-Атакама — небольшой городишко, скорее село даже. И то, что здесь нету асфальта, это добавляет некую изюминку. Реально прикольно. Мы когда сюда только заехали, первое впечатление такое, что ты оказался в игре Аладдин. Такие же узкие улочки, все сделано, как бы смешно это ни звучало, из говна и палок. То есть палки, глина и камни. Но реально круто. Чем-то напомнило, в Узбекистане есть такой старинный город Бухара. Тоже очень похоже, прям вот та же атмосфера. Мира. Да, прикольно. В Сан-Педро-де-Атакама нам попался очень прикольный домик. Хозяева сделали его из газобетонных блоков, но выглядит реально прикольно, реально креативно. Мы заходим, и хозяйка показывает нам стаканчик. Вот, смотрите, там листья коки. Это, говорит, чтобы полегче было дышать на высоте. Мы так удивились, а потом, когда уже пошли в центр, смотрим, а там в каждой сувенирной лавке, на каждом углу буквально продаются эти листья, измельченные, цельные, в конфетах, в общем, практически во всех видах. Их заваривают, чтобы пить на высоте отвар, ну, как чай, грубо говоря, и якобы становится легче. Вообще, это испокон веков нам объяснили, что люди, которые живут в горах, те же самые инки, они использовали этот метод, чтобы было легче носить грузы, чтобы было легче перемещаться в условиях высокогорья. Так как город Сан-Педро-де-Атакама расположен на высоте 2500 метров над уровнем моря, думаю, стоит правильным упомянуть о так называемой горной болезни. Мы, кстати, тоже испытали ее симптомы, не хотели кушать, нас подташнивало, болела голова. И на самом деле это абсолютно нормально. Это адаптация. Поэтому что я хочу вам посоветовать: не ходите на экскурсии, где высота больше 2500 метров. Дайте себе пару-тройку дней на адаптацию. Интересных мест рядом с Сан-Педро-де-Атакама превеликое множество. И самый главный плюс — это то, что все они расположены не так далеко от центра города. И начать я хочу с самого, наверное, легко доступного места, с долины Марса. Ой, мамочки, как же тяжело идти. Жара невыносимая. Еще, знаете, все бы ничего. Главное, чтобы вот эти чуваки из дрожь земли, из дюны не прилетели и не схавали меня. А то такое ощущение, что вот-вот они услышат, как я крадусь по их бархану. И вот этот вот червь выскочит. И финита ля комедия. Слушайте, ну развлечение действительно интересное. Если надоело вам кататься по снегам, да по сугробам, то вот приходите, катайтесь по песку. Единственное, что не забывайте, что без подъемника тяжеловато.
Было бы пару хотя бы бугельных бы подъемничков, уже бы дело бы попроще пошло. В целом все долины близ Сан-Педро-де-Атакама плюс-минус похожи. Это те же виды, та же горная порода, просто разные экскурсии. Где-то вы можете прокатиться на лошадях, где-то можете взять квадроцикл, где-то вас отвезут на джипе. Ну а если хочется отдыха поспокойнее, то и такое в Атакаме имеется. Термальные источники Пуритама расположены на высоте 3500 метров над уровнем моря. И это, наверное, самые высокие источники, на которых мы когда-либо были. Именно в этом месте мы и хотим закончить наш роуд-трип мечты по Чили. Спасибо всем, кого мы встретили на своем пути, всем, кто нам помогал, и всем тем, у кого мы останавливались. Спасибо и вам, что досмотрели это видео до конца. Лайки, комменты туда, и до скорого!